So these are the ranges plus or minus that the Ну, то есть это те самые диапазоны плюс-минус, которые можно использовать, to which the nerve receptors react. потому что на них реагируют нервные рецепторы. Now what is nice is light touch, deep pain, superficial pain and vibration. И здорово то, что и легкое прикосновение, глубокая боль, и поверхностная боль и вибрация Ascend in these two primarily передаются по tracts, спиноталамическому тракту и дорзальному столбу. the spinothalamic and the dorsal columns. Okay, and they are the ones that transport also pain and. То есть они же передают информацию о боли. So basically, this is why. And Ну, в again, общем, просто дано объяснение проводящих путей. so if we have a receptor ending that is painful, like a cut, То есть если, допустим, порезали палец, it goes into the включился болевой рецептор, first order synapse in the spinal cord, синаптическая связь первого порядка в спинном мозге, ascends, crosses over, восходящий путь, перекрест, ну и дальше в систему. and that's where we get contralateral inhibition. Вот поэтому получаем контралатеральную ингибицию. Okay, so it's unconditional, unconscious, non-volitional. Она неосознанна и непроизвольна. So you can read these in your own time. В общем, с теорией, кто не знаком, успеете познакомиться. So it loses its central integrative state. Значит, несоответственный афферентный посыл информации вызывает центральную нервную систему, заставляет центральную нервную систему временно утратить центральное интегративное состояние. And these are nice little phrases to remember. Есть смысл запомнить эти слова. When you are talking to others and neurologists. И использовать их тогда, когда будете разговаривать с теми специалистами, с неврологами, которые не понимают, что такое прикладная кинезиология. So discoherence occurs functionally Рассогласованность возникает функционально, long before задолго до появления pathology патологических arrives. изменений. So this is what happens. We lose functionality. То есть мы сначала утрачиваем функциональность, прежде чем начинают развиваться патологические процессы. And this is what I mentioned before. Я об этом упоминал ранее. The quality and quantity Качество и количество is important. очень важны. То есть частота посылаемого сигнала и его качество чрезвычайно важны. An increase in an abnormal input И усиление посыла искаженного сигнала created by the vibratory response over the appropriate tissue в ответ на вибрационную стимуляцию соответствующей ткани creates that discoherence как раз и приводит к появлению указанной and рассогласованности inhibition. Okay? и ингибиции. And that's basically it. So, Ну, в общем, вот это все про это. okay, that's basically where you get your input. We don't need that. This is this is obviously what happens in a woman's brain. Вот так вот, женщин, в мозге все происходит. So you can see me doing this here. Вот смотрите, It is best to touch K27 in the beginning. лучше поначалу поставить контакт на К27. That I didn't do all the time yesterday. Я вчера не постоянно к этому прибегал, But again, this is to make sure that the muscle но это только для того, чтобы or убедиться, the muscle complex что мышцы или мышечный комплекс is normal, so that you can use it as an indicator. может быть использован как индикатор. So reminding yourself where it is. То есть обязательно напоминаем себе, где эта точка. And here I'm showing the evaluation peripherally, distally. Ну а тут вот оценка, диагностическая оценка периферии. So I'm evaluating this young lady for a disc problem, a sciatica. Значит, проверяю на предмет, скажем, ишеса. And you can see that the position of the arm is Обратите еще раз внимание на положение руки. Рука ниже. And keep an eye on my hand, the way I'm maintaining her И external внимательно rotation. посмотрите на положение моей руки. Я делаю все для того, чтобы пациент не потерял ротационного компонента в тесте. But in this position, my initial pull is fingers.
Но помните, в этом положении я прежде всего начинаю тест пальцами. So I start with То есть fingers, тяну сначала пальцами. and then if it seems to move, I bring in my shoulder И muscle. если пальцы считывают информацию о том, что рука пациента поддается, тогда я подключаю плечо, And if the но arm не локоть. begins to move, you just bend your elbow. It's not using your biceps. You're following the movement. А если, так сказать, потом вы видите, что рука все-таки сгибается, так знаете, что она просто следует, она сгибается, потому что к вам приближается рука пациента, если мышца слабая. Но ни в коем случае не используется бицепс в тесте. So just like Kate yesterday with a very small area, Вот так же, как у Кати вчера, you know it's a nerve you're looking at when you get a positive response. получая ответную реакцию, используя в данном случае такой стимул, точно знаю, что реагирует нерв, Instead of a local joint receptor, а не локальные суставные рецепторы. when you find the response also proximally. Тем более, если ту же реакцию получаешь проксимально. So I'm following the nerve. То есть я просто поднимаюсь по ходу нерва. So I can conclude that this is a nerve Соответственно, можно сделать вывод, что тестируется и реагирует действительно нерв, rather than anything else. а не что-либо еще. And I can conclude that it's most likely first sacral nerve, first sacral, S1, Это нерв S1, первый крестцовый. by moving the tuning fork or the vibrating device to another locality. То есть просто можно переставить камертон и проверить реакцию для того, чтобы убедиться, по какому нерву следуешь. Reminding yourself we're following the pathway of the nerve. This is not a dermatome. Помните, это не дерматомное тестирование. Мы идем по ходу нерва в данном случае. Okay. So this would be L5, Это L5, following the same procedure. та же самая процедура. And again, place your stimulus and concentrate on the muscle test. То есть сначала поставили стимул куда нужно, а потом концентрируем все внимание на исполнении мышечного теста. Here I'm showing on this young lady in the supine position, like we did with Kate. Showing what? On this young lady, in the supine position, as we did with Kate. And I'm evaluating the В данном случае plantar area of the foot. исследую подошвенную зону стопы. So if I was not able to test the arm as I'm showing, what could I do? Что можно было бы сделать, если бы не было возможности использовать руку в тестировании в данном случае? Rectus femoris. The rectus Можно femoris. было бы использовать прямую мышцу бедра, совершенно верно. This way? Так? Okay, why not this way? Почему не так? Why not? It's flexor. Why not this way? Because this is flexing. Who is flexing? Что здесь сгибается? Прямая мышца бедра. Which muscle? Это какая мышца? Iliopsoas. Very good, yes. Пояснично-подвздошная, совершенно верно. So we would have confusing results. То есть могли бы получить путанный результат, могло бы возникнуть замешательство. Приняли бы одну мышцу за другую. Okay. So this is direct testing. This is not opposite side extensor. Это прямое тестирование, это уже не противоположный разгибатель. So what I'm doing here is I'm stimulating the nerve plexus, not the nerve plexus, the nerves exiting from the lumbar spine. То есть здесь фактически я исследую нервы поясничного отдела позвоночника, нервы, выходящие из поясничного отдела позвоночника, The sciatic nerve group, группу седалищного and нерва. I'm testing the hamstring muscles that are related to this. И при этом тестирую задние мышцы бедра для, мышцы, которые ассоциированы с зоной нервов. And this could work as well because I'm testing directly the muscle related to the nerve I'm То есть stimulating. фактически тестирую те мышцы, которые напрямую связаны со стимулируемым нервом. Okay, so don't get confused Так что не путайтесь. by the change of muscles. Не путайтесь выбором мышц. Okay, this is just coccygeal. Там были No, we don't need that. Okay. There. тестирование копчика. Вот теперь смотрите. Here in the end, we have the same evaluation that we showed on. По сути, то же самое исследование, которое вы вчера видели у Кати. Now, this is being done by placing yourself behind the patient. Смотрите, вы стоите за пациентом. This can be very difficult.
Но в этом случае, то есть на слайде тестирующий стоит за пациентом, но такое тестирование крайне сложно. Because instead of pulling on the arm, you're pushing. Потому что вместо того, чтобы тянуть к себе руку, тебе приходится ее толкать. Although it's much easier for you to place the Хотя на самом деле расположить правильно стимул гораздо проще, если ты стоишь сзади. Remember, you have to be laterally to the spinous Помните, processes стимул должен быть латеральнее позвоночника to be able to get that. для того, чтобы достичь нужного эффекта. And we'll be, now I'm showing the same thing we showed on Kate. Ну, то же самое, что вы вчера видели при тестировании Кати. Also, with compression, С компрессией. and there's a sonar type possibility, То есть возможность, как при использовании сонара, радара. which is evaluating bone. Если речь идет о тестировании, об исследовании кости. So this was developed before the low frequency vibration that I discovered. Все это, так сказать, появилось еще прежде, чем я дошел до использования низкочастотного вибратора. So one of the things later on that you will do То есть чуть позднее вы сами, with your scoliosis patient работая с пациентами со сколиозом, that has gone with scoliosis for quite a while, которые уже живут со сколиозом какое-то время, is to attempt to evaluate in the concavity то есть будете пытаться на стороне вогнутости сколиоза the effect on the bone исследовать эффект, ну то есть влияние произошедших перемен на кость. reminding yourself that with time the curvature will tend to malform the bone. Вспоминая, что со временем, если длительное время позвоночник искривлен, начинаются процессы мальформации кости. So instead of being square То есть or вместо того, что, rectangular, скажем, позвонок был прямоугольным, it will be more, он утрачивает исходную форму. what kind of do they call that? Wedge form, okay, be more wedge Ну, form. то есть он начинает стремиться к клинообразной форме. So you can assess the bone by percussing То есть кость может исследоваться перкуссией and then immediately applying the vibration. с мгновенным применением вибрации. Okay, understanding that bone, when it is a fresh fracture, Значит, кость в состоянии свежего перелома will easily react to очень легко реагирует на вибрацию. То есть если использовать только одну вибрацию, свежий перелом отреагирует тут же. because that is the periosteum that is reacting, Потому что это реакция надкостницы, not necessarily the bone не обязательно itself. самой кости. As bone models itself or changes По мере того, как происходит to stressors, ремоделирование кости под действием напряжений, this changes the hydroxyapatite crystalline structure, изменяется гидроксиапатитовая кристаллиновая структура кости. and instead of being symmetrical, И вместо того, чтобы быть it симметричной, becomes она asymmetrical, становится асимметричной. and the way it resonates И то, как она резонирует на вибрацию, меняется. And this is the only way we can bring this То information есть только таким образом from можно the bone into the brain, донести информацию от кости до головного мозга, so that the brain understands the bone is not functioning correctly. чтобы мозг понял, что с костью что-то не то, что кость уже не та, какой она должна быть при нормальном функционировании. Tapping the bone locally, Значит, локальное поколачивание по кости, percussing it, I'm sorry, перкуссия, уж не поколачивание, а перкуссия, and testing a muscle immediately И- will cause no reaction мгновенное тестирование мышцы не даст никакой реакции, when asking the brain. если мы действительно хотим задать вопрос головному мозгу. So tapping the bone Поэтому, and maybe testing the latissimus dorsi muscle, which inserts there, может быть, если создать перкуссию кости и протестировать широчайшую мышцу спины, которая имеет прикрепление в зоне провоцируемой кости, or the lower trapezius, или, допустим, тестирование нижней трапеции, might weaken those muscles даст ослабление. because they are associated and attached to the Просто потому, area что есть прямая ассоциация через прикрепление. that is damaged or non-functional. Okay? So
to ask the brain, А для того, чтобы действительно поговорить с мозгом, you have to turn on the bone response by percussing, нужно сначала заставить кости отреагировать при помощи перкуссии, and then bring that abnormal input to the brain by потом adding the донести vibration. эту искаженную информацию до головного мозга, используя вибрацию. Does that make sense? Понятно объясняю? A little bit? Или чуть-чуть понятно? Может, да. Господа, вот вы меня настораживаете, вы ничего нам не отвечаете. Ну, скажите что-нибудь. Some people are not with us. I can show it as well. Может быть, лучше показать? Would be better to demonstrate and explain. Of course. Or first explain once again, then We say demonstrate. it is as clear as mud. Do you say that too? У нас есть такое выражение «ясно как грязь». Okay. So which part? С какого места еще раз? Он покажет сейчас, может быть, еще расскажет, а потом покажет. Или пусть покажет, а потом еще расскажет. Okay, we are not going to look at only scoliosis. We will look at generality. То есть мы сейчас говорим не только о работе со сколиозом, мы говорим об общих подходах, которые к сколиозу тоже применимы. So we understand the principle. Потому что важно, чтобы мы понимали принципы работы, а не просто запомнили «делай раз, делай два, делай три». Once you understand that, you can apply. Потому что как только поймете принципы, Apply this to вы их сумеете применить scoliosis as и к well. сколиозу тоже. Shall we So- demonstrate first, and then people ask to demonstrate. That's what I'm going to do. Okay. Gamerton, tuning fork, sonic toothbrush. Камертон, ультразвуковая щетка, что угодно. You convert it from a toothbrush to a medical device by taking off the. Снимаете колпачок и превращаете средство для чистки зубов в медицинский инструмент. So when I decide to use this, what am I deciding to look at? Значит, когда я решаю использовать, ну, как основание зубной щетки, я от чего, от кого пытаюсь получить информацию, с кем собираюсь разговаривать? Nerves. Nerves and nerve receptors. С нервами и рецепторами, нервными рецепторами. Очень хорошо. So, who thinks they might have a problem? Кто знает, что у него есть проблема или предполагает, что проблема может быть, которую мы выявим? Well, I'll find somebody. Тогда я сам найду. No, Вниз. no, no. Maybe me, maybe everybody. No. Вниз, вниз. Okay, come on. So. So what did I do? Что я сделал? Those of you who saw me, Кто видел, что я делал? I was testing which muscle? Какую мышцу я тестировал? Приводящая и This one, which is it? Какая мышца вот эта? пальцем первого пальца. Флаксия. Полосис. Think again. Думаем еще раз. Which muscle? Называйте сразу по латыни. Первого пальца. Не открывать. The most misunderstood little muscle in the body. Самая плохо понимаемая маленькая мышца тела. Which muscle? Какая мышца? No, it comes straight up from the index finger. Вот так, прямо от указательного It's пальца. this muscle. Вот она. Which muscle? Абдуктор. Extension. It's not an extensor, no. Абдуктор. Yes. Отводящая. Abductor, Дальше. Первого пальца. pollicis, Pollicis. brevis. Короткая, отводящая, большой палец мышца. Which nerve innervates it? Какой нерв? Сейт. Which nerve? Какой нерв, а не какой корешок? Radial. Medial. One of the two. Да, один из двух.
Not Ребят, не radial. пугайте меня сейчас. It's definitely not radial. Уж точно не лучевой. Medial, Medial. yes, very good. Срединный, Medial. конечно. It's a very good muscle to test for carpal tunnel. То есть прекрасная мышца для тестирования при подозрении на поражение карпального туннеля. This man, in this Вот position, у нашего испытуемого в этом положении has good strength. хорошая сила. In this position, А в этом положении the strength goes. сила исчезает. So already I know he has a median nerve entrapment То есть я сразу могу предположить, что срединный нерв где-то ущемляется. somewhere from here down. Где-то вот на этом участке. Now this is a direct muscle test, Это прямой мышечный тест. but I can confirm my hypothesis Но для того, чтобы получить подтверждение своей гипотезе, with this. вот я что буду использовать. And it's very accurate. Причем тестирование очень And точное. it gives me two different inputs. То есть фактически подходите к одной проблеме с двух сторон для того, чтобы получить подтверждение справедливости One результата. direct and the other indirect. Один метод прямой, второй непрямой. So now, sit, just a bit like this and don't too far, it might turn. That's better, okay. So it doesn't, yes, okay. Okay, so now everybody can see. Всем видно, да? We can move the table back. No, the Okay. thing is, they don't see on TV. Yeah, we can, oh, Something wrong with the camera. okay, well, we can move the table back, so they have more, okay, space. Это лучше. The TV doesn't. Pain in the ass. Есть? Нет. Нет? Есть? А что молчите? Только появилось. It's yes, no? Да, нет? Да. Okay. So now, we're evaluating using the То vibration есть теперь используем вибрацию and to stimulate the peripheral nerve. для того, чтобы стимулировать периферический нерв. So I'm going to stand to the side. I would usually be standing like this. В норме я бы встал вот так, а сейчас просто, чтобы вам было видно, встану сбоку. Or I would be sitting Или сел бы даже, может быть, in front of the patient. перед пациентом. Okay. So make sure you don't follow exactly my positioning. То есть потом будете смотреть видео, не думайте, что я сейчас стою так, как я стоял бы на практике. This is for the camera only. Это только для камеры, только чтобы вам было видно. In this position, В этом положении lateral stimulus, латеральная стимуляция according to Leonardo da Vinci, по Леонардо да Винчи. and I'm testing the extensor muscle. И тестирую разгибатель. So I'm doing Смотрите, какое движение. activatus. Wait a second, again something with the TV. Wrong channel. It's okay? So, just general evaluation. Итак, просто общая диагностика. And you see what I'm doing? Видите, что я делаю? Subactivatus. This is all. If I feel weakness, I continue. If Вот I и все. don't, Только если я почувствовал слабость, тогда я продолжу движение, продолжу тест. all of my sensory input is here. Вот где вся моя сенсорная And информация. remember the sensory homunculus, the hand is huge. Помните, у чувствительного гомункула кисть огромная, So are the lips. точно так же, как губы. But you can't kiss it, Но целовать же не будешь, figure out what's going on. So you have а то to. пациент не поймет, что ты тут делаешь. Okay. Subactivatus. Subactivatus. Nothing. Ничего. Nothing in the periphery. Ничего на периферии. So I'm probably not going to move proximally. Может быть, проксимально я и не пойду. But if the patient has symptoms, I'll ask, Но если у пациента симптомы, how does your hand like it in this position? я переверну руку и спрошу, а как в этом положении рука себя чувствует? Oh, subactivatus. Nothing. Ничегошеньки с Subactivatus. точки зрения силы. Subactivatus.
repeating for the ulnar side. Повторю для локтевой стороны. Subrotivitis. Okay. At first he appeared weak, but he's not. То есть сначала показалась мышца слабой, но она не слабая на самом деле. Subrotivitis. Cheating on me. Не хитрите. Subrotivitis. There it is. Subrotivitis. He's changing slightly the Видите, direction пытается немножко изменить направление теста, because испытуемый. the weakness that's created the stimulus that's created the discoherence also makes it difficult for him to follow. Потому что на самом деле, когда вследствие поступления аберрантного сигнала в мозге наступает рассогласованность, So we move beyond the мозгу elbow. сложно распознать то движение, которое пациент должен делать в тесте. И появляются нарушенные направления движения. Past the elbow, and there is no weakness. Прошли локоть и слабости нет. To the elbow, До локтя. so we'll move up. Поднимаемся вверх. Okay. Here's the pronator teres, Круглый пронатор. weak. Слабость. Above or proximal to the pronator teres, subrotivitis. Strong, Проксимальнее. Сильная. слабая. Ниже слабая. Дистальнее слабая. So the entrapment area is where? То есть вот зона ущемления где? At the pronator teres. В области круглого пронатора. So now we know we need to look here. Значит, теперь известно, что нужно обратиться вот сюда. Now once we've arrived at an end point, Вот теперь, когда мы дошли, по сути, до конечной точки, we can now decide to do what? можно перейти к чему? Therapy localization. Терапевтической локализации. Just like we did with Kate with Точно the так же, как с Катей мы вчера поступили. positive extension Когда or straightening of the spine reaction. получили реакцию на выпрямление позвоночника. So, two things at once. Два в одном. Positive response at the pronator teres, Значит, зона положительной реакции в области круглого пронатора. still there. Реакция положительная никуда не делась. Add the magnet, south pole, А теперь добавляем южный полюс магнита, eliminates. и слабость устраняется. This tells me what? Это свидетельствует о чем? The nerve, the median nerve Это означает, что срединный нерв, that is suffering страдающий срединный нерв, says you can fix me here. говорит, что полечи вот тут, и все у меня пройдет. Does that make sense? Понятно? Okay. That's all. It's the median Вот и nerve. все, больше ничего that is telling сейчас. us. Now, if I couldn't use this, what muscle may I use? Если бы не мог использовать эту мышцу, какую можно было бы? What should happen if this causes discoherence? Если возникает рассогласованность в нервной системе, что будет? Right. Можно прямую мышцу бедра использовать? On your back. Ложитесь на спину. So, if this is central discoherence, Если речь идет о центральной рассогласованности, we should be able to elicit a rectus femoris, то есть мы должны быть в состоянии спровоцировать реакцию прямой мышцы бедра. just like the upper. Точно так же, как мы получали реакцию верхней конечности. Rectus femoris. Итак, прямая мышца бедра. So let's move this leg off to the side Ногу спустите, пожалуйста, so people can see. чтобы всем было видно. For this alternative test that I have developed, Значит, используем разработанный мною альтернативный тест для прямой мышцы бедра. no higher than this, Не выше поднимаем ногу. 6 to 10 centimeters. От 6 до 10 сантиметров, не более. And 10 would be probably too much, so about no more than 8. Может быть, даже до 8 только. 10 это уже слишком много. Why again? Because the higher is psoas. Потому что подняли ногу чуть выше, включилась поясничная мышца. Psoas is not linked on those circuits. А поясничная мышца не является частью тех цепей, о которых мы сейчас говорим. Now, I've learned to test with one hand. Я научился тестировать одной рукой. It's not easy. Это совсем непросто. Subrotivitis. Subrotivitis. Okay, at first he was releasing too То есть soon. поначалу пациент просто отпускал ногу, не держал сопротивления, мышца показалась слабой. Now, when patients are
when patients are positive, which means it weakens it, they will change the parameter and raise the leg higher. Более того, помните, что если система чувствует, что мышца будет слабой, пациент начнет поднимать ногу исходно выше. Не давайте ему этого делать. Subtractivatus. And you see I'm opening my fingers? Смотрите, пальцы у меня открыты, This gives me more sensitivity. чтобы ладонь была более чувствительной. The problem with this test is most people will do this. Subtractivatus. Вот в чем проблема этого теста. Большинство вот что делают. Subtractivatus. And they test with their belly muscles. То есть тестируют мышцами живота. And belly muscles are stupid. А они глупые. They are not very sensitive. Они не очень чувствительные. Okay? So you must test with sensitivity. Поэтому тестируем с чувством. We tested the ulnar side, it was fine. Значит, локтевая сторона в порядке. We're testing the median side, the median nerve. Тестируем срединный нерв. Now it's weak. И мышца слабая. Subtractivatus. And I have to use very little pressure. Причем я использую очень легкое давление. Subtractivatus. And in this sense, we could ask the patient now to help us В этом случае можно даже попросить пациента помочь, if we want to test this more accurately. если сомневаемся в точности тестирования. Okay? Because we have his free hand. Потому что у пациента есть свободная рука. And we could do the same test with the magnet. И тот же самый тест с магнитом. South pole. Южный Vibrating. полюс магнита. Gone. Реакция слабости исчезла. So remembering that if there's discoherence, То есть помним, что если есть рассогласованность, it will affect the upper extremity она muscle. повлияет на мышцы верхней конечности и нижней конечности. And until you're used to this, you can test both just to make И sure. можно тестировать и то, и другое, пока окончательно не привыкнете и не выработаете в себе необходимый навык. Does that make sense? Теперь все понятно? Okay, before we have a break, Прежде чем сделаем перерыв, something else. Thank you. Get that fixed пусть вас кто-то полечит, by somebody good. только кто-нибудь, кто в этом понимает. Who has had a fall or a fracture of a clavicle? Кто падал, ломал что-нибудь, например, ключицу? Yay, Mr. Gamerton. Тут уже. Okay, and it was the Что ломали? left one or the right one? The right one. Because there's definite indications of something. You can see he's got something going on. Понятно, да, что не все ладно? This shoulder, you can see a lot of stuff. It's old, isn't it? This is an old fracture. Huh? Старый перелом, верно? Да, где-то около 10 лет. 10 лет назад или когда вам было 10? 10 лет назад 10 years ago. были все возможные осложнения. With all possible complications. Тромбоз вены от локтя до шеи, Venous thrombosis, остеомиелит, osteomyelitis, внешняя металлофиксация, osteosynthesis, external fixation, not osteosynthesis. Wow, Боже. pretty bad. 9 месяцев. For 9 months. From his posture and the shoulders, you can see something. Видите, is даже not осанка и equal, положение right? плеч говорят о том, что не все ладно в этой истории. On the posterior aspect, this shoulder, you can see, is more in protraction, Видна протракция плеча, да, даже просто при простом взгляде сзади. which is sort of a protective thing. Has anybody treated him? Кто-нибудь вас лечил? Зачем? All these good Why? doctors and nobody. Это вот сидит эта куча народа, прекрасных врачей, и никто не лечит. Okay, so if we want to evaluate the bone, Теперь, значит, если мы оцениваем состояние кости, I'll try to show it as easily as possible. попробую показать максимально просто. Глубже сядьте, пожалуйста. Okay, come more over here. И поближе. A little bit more. Ближе. And twist. И повернитесь. So now we can see. Вот теперь всем все видно. Okay. So let's do several tests. Значит, выполним несколько тестов. Pectoralis major clavicular. Ключичная Why? порция, большой грудной. Почему? Because its name tells us it attaches to the Потому body. что по названию понятно, что мышцы имеют к ключице отношение. So I'm blocking against rotation. Придерживаю, чтобы не было ротации. Very strong. Очень сильная. Not a problem. Никаких проблем. We won't go into other stuff. Постараемся не цепляться больше So ни I'm за going что. to use vibration alone.
Сама по себе вибрация on the bone на кость and the surrounding tissue. и окружающую ткань. So I need to make sure that he is doing the proper. Делаем все для того, чтобы тест пациента выполнялся правильно. Now he tends to cheat, Хитрит, so I have to be very careful. поэтому мне нужно быть очень внимательным. Okay, good. And you can see I'm always Видите, я correcting. каждый раз поправляю локоть, чтобы не сгибалась рука. Some patients you have to correct То есть before некоторых every нужно test. каждый раз подправлять. So we're just going to go around this area. Ну, то есть вот здесь вокруг сейчас все посмотрю. That's a mess. Боже, что тут такое? That's a real mess. Ужас какой-то. Сопротивляйтесь. I'm below the clavicle. Если I я сейчас am буду not on the clavicle. под ключицей, не на ключице, а под ней, Okay, I'm on the tissue. на мягких тканях. Сопротивляйтесь. Сопротивляйтесь. So in this area below the Вот на clavicle, этом участке, под ключицей, I am getting a positive response. получаем That is положительную not реакцию. bone. What am I То есть looking это at? реакция не кости. Что на самом деле это может быть? Подключичная мышца. Muscles. Why not muscle? Почему не мышцы? Just deep vibration. Very good. Потому что вибрация Has to be what? это не может быть ничего другого, кроме Either joint receptors, and we're not on that. либо суставной рецептор, но мы не на суставе, Или, periosteum. I'm not on the bone. I said Я I'm вообще не not на on the кости. bone. Ключевое сплетение. Brachial plexus. Nerves. It looks like there's a plexus problem, Такое впечатление, что есть проблемы со сплетением. so we can evaluate this И можно уже дальше исследовать by его doing самого. what? Where does the brachial plexus progress? Куда дальше идет плечевое сплетение? Что можно тестировать? Down the arm, yes. Руку можно сказать, вниз по We can руке. evaluate which part. Какую часть будем смотреть? So if it's greater than this area, we're looking at nerve entrapment. Посмотрим, нет ли ущемления ниже. Which nerve? Какой нерв? Auxiliary. Yes. Well, you know what to do. No, I heard. Okay. Yes, it's Я very перевела right. подмышечный, он говорит, помалкивай, ты это знаешь, а я услышала из аудитории, сказали, это So не я it looks сказала. like axillary nerve, yes. So we're going down the arm, Опускаемся вниз по руке, and now I'm going, and it sees the rest of the arm, so, and это нормально. It's normal. то есть все, что ниже, все в порядке. Then we ask him something else. О чем еще спросить? When your wife says to do something, Когда жена дает вам какое-нибудь задание по дому, and you go, I don't know. а ты вот так делаешь, ну не знаю. We're going to see how he responds to his wife. Raise this Сейчас up. посмотрим, что происходит, когда он так жене отвечает, ну не знаю. So we're changing the parameter. То есть поменяли параметр. Good. Хорошо, He loves his wife. жену любит. So now we're going to do opposite from what we see. We're going to put it into Теперь попробуем extension. выполнить противоположное тому, что мы увидели. Плечо назад, экстензия. Just the shoulders. Только плечом, без руки. Elbows fine. Okay. Ooh, doesn't like that. А вот это уже не годится. Doesn't like that. Не годится. So we have a nerve. Так что действительно поражение нерва. Might affect the biceps. Вполне возможно с влиянием на бицепс. Let's have him flex it. Теперь флексия. Nothing. See how Ничего. fast you can do this. Видите, на самом деле все можно делать очень быстро. So why is his body in this position? Почему тело в этом положении? Because if he's in this position, he has nerve entrapment. Потому что возникает ущемление нерва при разгибании. Does that make sense? Понятно это до сих пор? Because we're finding it with this. Вот нашли это вибрации. So we test his biceps now. Тестируем бицепс. Oh, very strong. Очень сильный. Put him in extension. Экстензия Very strong. тоже сильный. So it's not the biceps. Так что не бицепс. Let's find out. Давайте искать. Pull. Up. Nothing there. И тут ничего. So we're not getting what I found here yet. Пока новых результатов не получаем.
пожалуйста. Flex. Флексия, Stillnaya. экстензия. So what nerves are we looking at? О каких нервах идет речь? Ална, медиан. No ulna, Нет, не локтевой. no ulnar, no median. Ни средины, ни локтевой. Wrist flexors, Сгибатели кисти. Радиал. radial nerve, possibly a little bit, Лучевой as может well as быть. C8. Кто-то упоминал корешок С8. Yeah, but coming from the plexus. Okay. So Но уже дальше сплетение. that was without anything Видите, это без ничего другого. except for extension. Только добавляли экстензию и вибрацию. Now we're going to ask the bone. А теперь поговорим с костью. So I'm going to vibrate the bone now Значит, делаю вибрацию кости. without any percussion. Безо всякой перкуссии. Nothing. Ничего, кость молчит. So the bone in this has healed. То есть кость зажила. Okay? It's not acute. То есть это не острое поражение кости. Острое поражение кости, свежий перелом отреагировал бы на So вибрацию. now I have to organize myself. Значит, вот теперь мне нужно мыслить So the организованно. patient is ready. Пациент готов. I percuss. Перкуссия, Apply. вибрация. Weak. И мышца слабая. Weak. Слабая, Strong. сильная. The whole area То есть вот весь этот участок. from the a little bit beyond the central area to the distal is positive. То есть фактически вот эта срединная область, промежуточная область между дистальным и проксимальным участком положительно. To make sure, I'm going to percuss the medial. Сделаю медиальную перкуссию, чтобы убедиться в справедливости вывода. There's nothing. So Медиальной реакции нет. basically in this area, То есть фактически вот эта область. that's a hell of a scar too. Какой рубец у вас тут, черт побери. Three operation. Oof. 3 surgeries. But he still has disability following healing. То есть фактически заживление произошло, но нарушения сохраняются. So we have nerve Итак, мы нашли поражение нерва, поражение плечевого сплетения and bone. и кости. Where do you start? С чего начинать? Bone. Why? Почему с кости? Кто сказал кости? Более древняя структура. It's a more ancient structure. It's probably the thing that started the problem. Ну, может быть, с кости все началось, вот поэтому. Okay, and the nerve compression or peripheral nerve irritation is probably due to that. А компрессия нерва, раздражение периферического нерва являются, скорее всего, следствием. So what do we do? Простите? По приоритету же можно проверить. Would you use the priority system or procedure to Which know? is? Какую вы имеете в виду процедуру приоритетности? Temporal tap? No, not yet. No, Нет, сейчас нет, нет. probably not. Good question, no? Хорошо, что вы задали вопрос, но скорее всего нет. Не стал бы использовать височное постукивание. You? Fingers? I never use finger bones. Я никогда это вот не использовал. That would be basically your time would not be well spent because you're going to be able to fix it anyway. Ну, я бы сказала, что надо переходить к тому, что сразу может подвести к лечению, а не всегда Because следует it's, прибегать к неразумному расходованию времени. because it was trauma, you could. Поскольку мы знаем, что была травма, It's probably very straightforward. Fix the мне кажется, trauma что искать какие-то иные приоритеты нет смысла. and then go to the other stuff. То есть сначала помогите пациенту избавиться от последствий травмы, а потом уже So занимайтесь всем before we do остальным. temporal tap, if we wanted to, Но даже если бы мы хотели выполнить височное we постукивание, have to прежде find a positive therapy нам localization. нужно найти положительную терапевтическую локализацию. So you can hear it's vibrating. Слышите, вибрирует, да? Strong. Сильная. So this tells me that the problem is where? Это мне говорит о чем? Проблема где? Local. The bone Локальная, itself. местная. Those of you who know, where do you treat? Где лечить будем, спрашиваю тех, кто знает. One would try to think of the interlink. Можно попробовать использовать метод лигаментозной взаимосвязи. So Oscar knows the interlink. How many others do? Оскар про это все знает. Кто еще знает про лигаментозную взаимосвязь? 2. Поднимайте руки, кто знает? Not too many. Не очень многие.
It's the inguinal ligament То on есть the в данном other side. случае, если поражение ключицы, то мы бы стали использовать паховую связку. So we could attempt to Можно даже сейчас попытаться. evaluate. So I'm having him hold the magnet over the inguinal ligament on Значит, прошу испытуемого держать магнит в проекции паховой связки. the right spot. And it takes it away. И реакция исчезает. So I know to treat there Так что можно лечить. for the bone. So what you can do as well Что еще можно сделать? is I'm going to palpate the bone and rub it. Смотрите, потру кость, попальпирую ее. And this face says that's not too much of a По problem. лицу непонятно, что есть проблема. Percuss it, Перкуссия и вибрация. get the reaction, Получили реакцию. palpate the bone, Теперь пальпирую кость. more pain. Больнее. So that tells you that it's a positive То есть test. это говорит о том, что вы правильно вышли на проблему. So that's how you evaluate bone with vibration То есть вот так оцениваем состояние кости вибрации. and peripheral nerves. То есть так используем вибрацию для периферических нервов и And you кости. change your location only depending on which nerve you're trying to Но evaluate. меняйте локализацию только в зависимости от того, какой нерв исследуете. Okay? So that stops it for now. We've gone over half an hour. We need to have a break. Ну теперь перерыв, потому что мы опять перебрали время. Okay? And then we'll come back and we'll Потом вернемся, будем работать дальше. I will bring some of these tuning devices and hopefully they work. Okay. Let's have our Да, слушаю вас. Вопрос следующий. Прошу повторить для особо одаренных. Эту часть микрофона не повторяем. Хотелось бы попросить еще раз повторить, для чего мы делаем перкуссию ключицы и, собственно говоря, да. Почему? da. Не подошел ответ. So once again, just very briefly, without long explanations, you do vibration to the nerve, the receptors. You do percussion with vibration for the bone. Why percussion? Because you have to activate the hydroxyapatite crystals. Значит, если мы используем одну вибрацию для пробуждения нервов или суставных рецепторов, то мы используем предварительно перкуссию, за которой следует вибрация, для того, чтобы перкуссией достучаться буквально до кости, чтобы активировать гидроксиапатитный кристаллин. Только для этого. Еще вопросы? Okay? То есть это вы наябедничали, да? Понятно. Because the crystal is just sitting there. Допустим, вы смотрите, сидит там этот кристалл. And it does not become abnormally active until it's under stress. И пока он не стрессирован, он никак себя не проявляет. До него нужно просто буквально перкуссией достучаться. So we have to percuss to stress it. То есть мы его просто стрессируем перкуссией, и он начинает реагировать. То есть таким образом выходим именно на кость, а не на мягкие ткани, на нерв. Можно Yes. вопрос по кости? Слушаю вас. Тоже к семинару. Дисплазия тазобедренного сустава ребенка в детстве. К 10-летнему возрасту, ну, вот, по нашим наблюдениям, бывает так, что мышцы, которые крепятся к этой кости, где была дисплазия, они слабые. Вот в этом случае проверка кости будет иметь смысл? So let's say a child had hip dysplasia I already got in that. early childhood, and then later on muscles get weak, muscles that are attached to the bone. Will you percuss the bone, trying to find Is the this- cause of the muscle Is weakness? this after final ossification or before? Вы тестируете мышцы уже после полной осификации кости, Уже во взрослом in возрасте adulthood? Probably you would have to percuss, yes. Скорее всего, да, нужно будет делать перкуссию, да. всю вибрацию, либо So только percussion with vibration or just percussion? No. Well, percussion Перкуссию and test the muscles surrounding that и are attached тестируете to the мышцы, joint окружающие сустав. Ну да, without vibration. без вибрации. То есть, если положительно, то мышцы усиливаются. So if it's positive, the muscles will get strong. No. They're already weak? They are weak. Oh, then you can't use them, can you? Нет, если они сразу слабые, то их использовать нельзя уже. Then you can just therapy localized with a Тогда magnet можете просто магнитом делать терапевтическую локализацию and see if it strengthens the muscles. и искать усиление мышц. To make sure that the bone is reacting then, since the muscles are weak,
surrounding the joint. You want me to continue? Then you percuss the joint, add the vibration, and test some muscle А extension. если мышцы сразу слабые, их использовать нельзя. Когда делаете перкуссию, вибрацию и тестируете другие мышцы, а не мышцы, непосредственно ассоциированные с этой областью. Да. Otherwise, there are cases where the muscles you see are smaller than the other side. А с другой стороны, можно использовать, так сказать, визуальную диагностику. Мышцы с одной стороны могут быть просто менее развиты, чем с другой. But when you test them, they're strong А enough. когда тестируешь, они достаточно сильные. But you see that they're less in size. Но видите, что они менее развиты. Then you could percuss the joint Вот тогда можно делать перкуссию кости and see if they weaken. и искать ослабление мышцы. That would indicate that as the patient is in weight bearing, they are constantly inhibited. Это просто укажет на то, что при попытке весовой нагрузки происходит постоянная ингибиция. But when you test them outside А of weight когда bearing, тестируешь без весовой нагрузки, there's no weakness. они сильные. So you have to bring it out. То есть просто нужно выводить проблему на поверхность. Господа, я прошу прощения, у нас пациентка ждет. Давайте девочку не будем заставлять ждать, ладно, а потом зададим остальные вопросы. Согласны? Okay. And if there is dysplasia А or если была дисплазия something like slipped capital epiphysis или, например, соскальзывание эпифиза, of the developmental stage, ну, то есть, если были проблемы развития it кости, is possible that vibration alone will create the reaction. вполне возможно, что и сама вибрация создаст реакцию, без перкуссии даже. The area is already active. Если сама область осталась активной, Okay. если область поражения осталась активной. А можно еще короткий вопрос? Ну, Если стоя ребенок пяткой постучит по полу и индикатор ослабит в этом случае, let's say if the child is standing and will just hit his heel on the floor, will the indicator get weak? Which indicator? Какой индикатор? сильный Strong indicator. I would rather not use that Я бы не стал прибегать к такому подходу, because you're attempting to make this muscle react to this one. потому что вы пытаетесь заставить эту мышцу отреагировать на то, что ниже. It shouldn't weaken Она не должна ослабнуть, unless you apply therapy localization. если только не применить терапевтическую локализацию. That's what brings it into this. Для того, чтобы Does that make sense? довести информацию до цели. You can't do this То есть нельзя and expect the deltoid to weaken. прыгнуть на ногу и ждать, что ледовидная мышца ослабнет. In rare instances it may, but В that's каких-то not, крайних случаях, редких случаях может так и случиться, но полагаться на это that would невозможно. not be diagnostically То есть это accurate нельзя использовать как диагностически точный инструмент, unless you apply TL. только с терапевтической локализацией. Okay. And that means if the TL reaches so deep. Более того, надо быть уверенным, что терапевтическая локализация доходит до нужной глубины. And then you would have to TL with a magnet Вот тогда магнитом and the patient's hand, и рукой пациента вместе с магнитом. not just the magnet. Не только магнитом. You must То add. есть магнит и рука That means that creates depth. для того, чтобы добиться глубины проникновения. Does that make sense? Понятно? It's important to clarify these things because otherwise you leave on На самом Monday. деле очень важно прояснять такие нюансы, потому что иначе вы уйдете с семинара в большем замешательстве, чем пришли. It's totally confusing. В полном замешательстве. А я совершенно этого не хочу. You want clarity, specificity, and logic. То есть нам нужна ясность, специфичность и логика. Okay? Договорились? Okay. Patient. Ну, Me or the чей patient? пациент? I'm very patient. Давайте. The very beautiful young lady. Вот эти красивые молодые дамы. Oh, the other beautiful young lady. Okay, that was her sister. Me too. I'm very nervous. И я очень нервничаю. Hello. Hello. Wow. Очень brava. Очень хорошо. Speak English? Yes. Wow, she's very good. We don't know you need to go away. Если бы я так говорила по-английски, на вашем месте я бы не боялась. Okay. So, she explained she has scoliosis. Пожалуйста, расскажите. Неделю назад на дискуссии
Неделю назад на плановой диспансеризации вам был выставлен диагноз по результатам рентген-снимка сколиоз первой степени. Был рекомендован лечебный массаж. Был диагностирован какой сколиоз первой степени? First degree scoliosis was diagnosed. Рекомендовали массаж и курс ЛФК. Снимков, к сожалению, с собой нет, потому что они в электронном варианте. Снимков, к сожалению, с собой нет, они в электронном варианте, в истории болезни хранятся. Oh, that's okay. Ничего страшного. Вообще не Okay. страшно. Can we just see? Давайте поглядим. Is it an S? It seems Какой like S-образный a slight сколиоз, S. да? S? По-моему, да. The mother has scoliosis? А у вас есть тоже сколиоз? Нет, никогда не ставили. Nobody Never in the family. diagnosed. Ни у кого в семье сколиоз? Ни у Не кого нет. диагностирован? Нет, ни у кого. No. Okay, we have Вы лучше всех, ни у кого нет, у вас есть. already a little bit of thoracic change we can see from the chest presentation. Ну да, есть небольшие изменения. Вот так, если посмотреть на грудную клетку. Есть небольшие изменения, если посмотреть на грудную клетку. Я решила, что я с мамой разговариваю, тут достаточно. Извините. So I'm finding a sort of like Katie yesterday, the convexity on the right and the concavity. Немножко похоже, как вчера у Кати было. Выпуклость справа и вогнутость слева. This is evident by the rotation. Видно, да? Есть ротация грудной клетки. So we're getting a very minor rotation. You can see Но она that. совсем небольшая. Но тренированным глазом вы должны ее увидеть. Those of you who are close. Видно? Особенно тем, кто сидит близко. This is more presented and this is more flattened. То есть правая сторона более выпуклая, левая более плоская. In the back it's opposite. На спине, соответственно, A наоборот. slight rotation. С небольшой ротацией. And we can have her bend over. Наклоняйтесь вперед, пожалуйста. So, can we look? Is that okay? Можно он заглянет, да? Если можно, вообще снимите блузку. How old is your daughter? Сколько вам лет? How old? 12. 12. Okay. So, bend. Наклоняйтесь. More. Еще. There's not much. Let arms hang. Ой, ну послушайте, ничего Slight страшного. change, but not much. Есть небольшие изменения, но So we're not getting a lot of change, and it's very small. So that's first. то есть изменения, если есть, то они очень небольшие. So bend over again Еще разочек наклонитесь, пожалуйста. and come back. И выпрямляйтесь. Now when she comes back, Когда I она want you to do выпрямляется, something. давайте сделаем вот так. Идите за ним. Good. Okay. Can you see? Камера видит? Can he see? Okay. So watch what happens to the thorax when she Теперь comes. смотрите на грудную клетку. Bend over. Наклоняйтесь, пожалуйста. Now, Погодите, есть руководитель занятий. now watch what happens when she comes back. И теперь Oh. Видит? Oh. Okay. Do it again. Еще раз, пожалуйста, наклоняйтесь и выпрямляйтесь. Okay. She becomes. Смотрите, что происходит при выпрямлении. This evens out. Видите, все When she comes выровнялось. back. А выпрямляется? Now just relax. Now she's tight. Sorry. Just relaxing. Oh God! Ну что такое-то? Oh. Oh. Не было же этого. No. Okay. Don't Okay. tell me it's me. No, it's not too high. раз, Okay. два, три. Back. Выпрямляемся. Динамики, когда Just приближаем. come all the way back and relax. No, she's okay. She's holding it now. She's holding it Анечка. now. But when she. Вдох-выдох и расслабились. Не держитесь, а просто совершенно свободно наклонились и также свободно расслабились. Никого нет, здесь только вы и я. She's so cute. Okay, she's holding it now. But when she came back before, she rotated. Значит, сейчас она немножко, конечно, так держится So, напряженно, но прежде, когда она when she выпрямлялась, bent сразу over, появлялась ротация. The Наклонилась rotation вперед, is gone. So ротация it's, исчезает, and she comes выравнивается back and the спина. thoracic. There she goes. Now Видели, да? it's rotating. А выпрямляется, и So, ротация We're появляется. seeing the rotation. Now this is very minor. Но на самом деле изменения очень незначительные. Now, you are going to lead me through the Но теперь вы будете evaluation. вести меня в диагностике Today. сегодня. I'm not. Не я буду это все So what are делать. we going to do first? Что дальше будем делать? Ask her spine if she's okay. Спросим позвоночник, хочет ли он выпрямляться. She sits. Садитесь, пожалуйста. Ooh. Turn that. Вот туда ножку. Отлично. Не, спускайте, вот, как на скамеечке. Okay. We find a strong indicator muscle. Значит, находим сильный индикатор. Subjectivitis.
Не давайте опускать руку, держите руку, не давайте ему опускать. Continue. Держите, держите, сопротивляйтесь. Stop it. Push. К потолку толкайте руку. Сильнее. Со всей силы. Continue. Continue. Не то, что напряглась и отпустила, а постоянно руку вверх, 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 вверх. Боритесь с ним. Хорошо. Yes. Отлично. Okay. We'll also use bicep. Теперь так. Сопротивляйтесь. Каждый раз не давайте Okay, ему so себя now we побороть. have 2 muscles in case she's not understanding. Вот уже 2 мышцы у нас есть на всякий случай. Okay. First we're going to do what? Что сначала будем делать? Jugular compression. You choose. Not jugular Нет, compression. не еремную Compress компрессию. the spine. Компрессию позвоночника. Jugular compression was only to see if her cranium reacts. You can do that. Если еремная компрессия, просто чтобы посмотреть, реагирует ли череп. She has small neck, I have big hand, so I can do both. Я могу сразу с обеих сторон, потому что шея позволяет. Nothing. She Ничего. has no cranial reaction. То есть череп не отреагировал. So now I compress the spine. Вот теперь делаю компрессию позвоночника. Nothing. Ничего. So we elongate, Теперь удлиним позвоночник, выпрямим. pulling on the. Тяну за Mastoid. сосцевидные отростки. Separate this. She does not want to be. Позвоночник не хочет быть прямым. Now I only have 2 hands, Но у меня только 2 руки. so I have difficulty in therapy localizing unless we have help. Поэтому нам нужно просить помощи, иначе с терапевтической локализацией будут проблемы. My good friend. Мой друг. I leave, Ну не страшно же, верно? So now we have a positive test. What do we do? Теперь, когда получили положительную реакцию, что делаем дальше? Ask where does it come from? Спрашиваем, откуда эта проблема. So let's pretend that you don't have my experience. Ну давайте предположим, что у вас нет моего опыта. Очень легко And предположить, верно? we will start anywhere, okay? Давайте начнем откуда угодно поиск. So let's do the biceps because. Давайте еще раз проверим бицепс. Okay. Очень слабая. Okay. So let's pretend it's stomach. Попробуем желудок. Okay, we think it's stomach. Сопротивляйтесь. North. Север. Ничего. Lymph. Лимфу. Lympho. Сопротивляйтесь. Нет. Kidney. Почки. North. Север. Anywhere we want. То есть можем искать где угодно. She 12. Maybe she's becoming girl. So we do. Ей 12, поэтому можем посмотреть No. и этот вопрос исследовать. Нет. So she doesn't want to be a boy. Мальчиком быть не хочет. It's better that way. Sorry. Okay. So now we try where we did yesterday. Теперь попробуем, как вчера. South Pole. Южный полюс. Нет. North Pole. Северный. Da. So she's different from Katie. Видите, она не так, у нее не так, как у Кати вчера. Почему? Значит, не в иммунной системе дело. Значит, ни в чем? Не в иммунной системе. No, she's only different in Katie in one aspect. Нет, нет, она от Кати отличается только в одном пока. It's North Pole, Северный полюс, not South Pole. а не южный. Метаболический процесс. Метаболик. It's for sure metabolic. Наверняка метаболический. I forgot your name. Анна. Anna. So Anna is for sure metabolic. То есть наверняка проблема метаболического свойства. Katie we didn't know because it was South Pole. У Кати был южный полюс, поэтому наверняка говорить было нельзя. Was that okay? Это понятно? Здесь, наверное, на этом этапе есть смысл спросить о детских болезнях, которые ребенок болел или нет? Would you ask mom about infections or diseases she went through in childhood at this stage? You could, Можно было бы. but you might ask the mother what she had as well. Но точно так же можно поинтересоваться, что мать перенесла. То есть чем она переболела. If the mother suffered from a lot of sore throats or Допустим, something, если у матери часто болело горло, это тоже могло оказать свое влияние. so we can ask. Было что-нибудь? We don't have chronic diseases in the family. I do. А у меня есть, говорит. The mother still can pass on the information Помним, да, что мать может передавать информацию ребенку. from when she had chickenpox, for То example. есть, допустим, у нее была ветрянка, It's normal
Она может передать информацию, это нормально, это в порядке And вещей. it's interesting that Anna is precisely in that age group where the women begin to have this specialized immune system И reaction. самое интересное сейчас, что они как раз в том периоде времени, когда начинаются процессы специализации иммунной системы. In adolescence with their sexual development. То есть половое развитие, она переходит в активный подростковый возраст. So we don't know what it is because we haven't got the tools То есть мы пока не можем судить о том, что это на самом деле, потому что у нас еще нет всех инструментов. that the alpha-omega kit has. Можно было бы, конечно, использовать набор альфа-омеги, и там уже более детально при помощи So if you want to be specific, того набора исследовать. you have to go to that kind of То kit. есть вполне можно взять набор и продолжать исследовать набором. But as I said, to save time and make it less confusing, Но я уже говорила вам, для того, чтобы сэкономить время, для того, чтобы не переходить к прочим темам разговора, мы пока ограничимся ровно тем, на что нацеливались. are you religious? Вы в Бога верите? Что, активистка неужели? This was blessed by a priest. Просто это прямо благословенные капли. That's why we call them God drops. Видите, называются даже божественные капли, у них даже название соответствующее. Okay. Now, do you want to go through all the procedures that we did yesterday very quickly to show that they will be negative? Надо все процедуры, к которым мы прибегали вчера, просто чтобы показать, что они будут отрицательными. Let's do it very quickly. Ну давайте, очень быстро. Okay. Позже. Okay. Later. Неизвестно пока. Yes. А, да, раз постучал. Okay, we'll start here. Ну ладно, давайте так начнем. Okay. Bend leg, Сгибайте ногу, push in, толкайте ногой на него resist. и сопротивляйтесь. Push. Толкайте, толкайте. Очень сильно. Okay. Push in. Теперь этой ногой также. Наоборот, теперь. Вот. Push in. Еще. Very strong. Очень сильно. I'm going to make jugular compression. Теперь сделаю еремную компрессию. Push up. Не давайте разгибать ногу. Up. Again. Еще. Сгибайте ногу больше. Хорошо. Другую также. This test for category 1. Это был тест для категории 1. Ничего. We'll leave it with that on back. Теперь на спинку. So we test again which muscles? Какие мышцы снова тестируем? Psoas. Поясничную. Сопротивляйтесь. Лежите. Локти. Сопротивляйтесь. Ногой к потолку. Push to God. В направлении Бога. Iliacus. Подвздошная мышца, все хорошо. Psoas. Поясничная. Хорошо. Iliacus. Подвздошная. Хорошо. Very good. I was thinking of one other. О чем-то еще я думал. Oh. We could do the vibration, I guess, if you want. Но если хотите, можно и вибрацию попробовать. So, face me. К нему лицом. Good. So I show the vibration. Покажу с вибрацией. So making sure I'm staying on the left. Обязательно убедиться, что рука слева от позвоночника. Nothing, nothing, nothing. Bend. Наклоняемся в бок. Nothing, nothing, nothing. Nothing. Все, ничего. Lower down on this Ниже. side. Just to show. Просто в демонстрационных целях. Nothing. And we could do the spindle cell. Можно было бы и веретенную провокацию использовать. She's normal. Но в этом смысле у нее все нормально. Now, swing, Сюда лицом. hold, Держите. walk. Походите по проходу туда-обратно. Руку можно опустить. Okay, she's not bad like Kate. Katya. Все лучше, чем у Кати вчера, верно? Try to be relaxed. Расслабьтесь. Расслабьтесь. Красиво, Okay, как по подиуму. Туда-сюда. I want her to do one thing. Take off shoes. Можно снять обувь? Снимаем. She your first child? Первый ребенок. Да. Was it difficult? Трудные были роды, беременность. Normal. That's good. Okay. Он ordinary. I want her to walk. Еще Normal birth. походите.
Now, Анечка, здесь никого нет, этих людей здесь просто нет, они вам кажутся. she can move her arms if she wants to. Руки расслабьте. Okay, she doesn't have too much of an obvious. Okay, do it again. Еще Wait, разочек. can you raise up your pants a bit? А брючки можно чуть-чуть поднять? No. Spread your legs a little bit and stand up. Так, а теперь ноги на ширине плеч и стойте. Okay, what do you see on the feet? Что видите? Смотрите на стопы. Пес планус. Okay, what does this tell you? Сразу о чем говорит? Нестабильность таза. Instability of the pelvis. Выпавшая Well, прямая мышца живота. Why pelvis? Почему таз? Опора разная. Because the support is different. But why pelvis when you're looking at the feet? Why assume pelvis? Почему сразу перескочили на таз, когда речь идет о стопах? А первичные рефлексы нет смысла проверить? Вы имеете в виду примитивные рефлексы? Летательные. Would you check for primitive reflexes? Maybe, but not now. Может быть, я бы и посмотрел примитивные рефлексы, но не сейчас. Maybe later. Может, потом, позже. I think there's something more fundamental with this, what we're looking at. Мне кажется, что можно обратить внимание на что-то более We're фундаментальное. going to tell Anna to turn around Поворачиваемся. like this, and then now I want the camera. Саш, Sasha, just take a picture of the of that. What do you see, those of you on television and up here? смотрите, кто рядом к экрану или кто близко здесь сидит. Что видите? Правая завалена. Flat on the right. Okay. That green, Зеленый цвет. this is the foot. The Значит, green стопа. is the Achilles tendon. Зеленым цветом нарисовал ахиллово сухожилие. When the Achilles tendon Когда ахиллово сухожилие makes a bend, изгибается, that is not a functional flat foot. It is a flat foot from dysfunction. это не функциональное плоскостопие, это плоскостопие вследствие имеющейся дисфункции. So both, especially the left one, Смотрите, особенно слева. makes that L form. Видите, такой вот Valgus, huh? вальгусная L-образная форма. And you see it on the right. И справа тоже видно. So this is a breakdown of the foot mechanism. То есть на самом деле это свидетельствует о нарушении механизма стопы. So I noticed this when she was standing here before we started. То есть я сразу на это обратил внимание. Very simply, in applied kinesiology, what does this tell you? Очень просто, из прикладной кинезиологии, это сразу о чем свидетельствует? It's not pelvis. It may create a pelvic problem, but it's not pelvis. То есть это не проблема таза, это проблема таза может быть спровоцирована стопами. It's a breakdown of the mid-foot. То есть это нарушение функции среднего отдела стопы. One thing that comes to mind very quickly, Ну что сразу должно прийти в голову? Tip posterior. and what does that mean, Oscars? Оскар, что это означает? Adrenals. Stress. Yes, Стресс stress in the body. в теле. So this may be a compensatory И вполне mechanism возможно, сколиоз является компенсаторным, that also stresses Anna. что дополнительно еще ее стрессирует. So we're going to try and test our theory Видите, как она укоризненно сразу на маму? Видимо, знает, о каком стрессе идет речь. by looking and testing. То есть, видите, мы можем и посмотреть, Goodhart и протестировать. Гудхарт говорил, See with eyes that see, смотрите видящими глазами, hear with ears that hear, слушайте слышащими ушами and think и думайте. and try. И пытайтесь, So we're going to старайтесь, ask Anna пробуйте. to stand to lay on her back. Ложитесь на спинку. Yes. Спина это там, где сзади. Okay. So we're going to Хотим test сказать, which что нам- muscles. Какие мышцы будем тестировать? Тип Tibialis posterior. posterior. Заднюю больше берцовую. So we can do it with Можно K27, с К27. but I don't think she's going to be keeper. Why? Но я не думаю, что будет гиперреакция. Почему? Because the muscle
is inhibited. Потому Yes. что мышца ингибирована. So if she was hyper, she would be this way. То есть если была бы гиперреакция, то стопа была бы в противоположном положении. That's the way I was when I was younger. У меня было вот так в молодости. So, she's very limber, which is good. Okay, this is difficult, so tell her to follow. Анечка, значит, слушайте внимательно, I have to take away the tibialis потому anterior. что непростой тест. Значит, переднюю большеберцовую исключили She из теста. pushes in. Вот сюда будете давить. Хорошо, okay. Very strong. Очень сильная. Boom. It's not what I see. Так что, видите, не соответствует тому, что мы увидели. Could this problem be hidden? Может проблема быть скрытой? Friend, come on. Друг мой, выходите. Oh, this won't help. This can't do it. So we А, need to do нет, something подождите. else. No, I was going to have him pull, but that weakens muscles, so that won't work. Хотел попросить потянуть, но это ослабит мышцы, не получится. Let's put her into a bend Сгибайтесь, как будто бы наклонились в бок, to stimulate the scoliosis. чтобы стимулировать сколиоз. Nothing. Ничего. Put her in a different bend. В другую сторону. Push. Ooh. Subretinatus. Ew. Weakness. Слабость. Watch this. Теперь смотрите сюда. Watch her face. За лицом смотрите. Not nice. Неприятно. Ань, верно? Bad man. Push in. Weak. Слабая. Weak. Слабая. Slightly taken herself out of the bend. Немножко выпрямилась сама. Ooh, now it's О, я сейчас прям какая very слабая. weak. I'm going to palpate all of the insertions here Теперь попальпирую все прикрепления на and подошве. look at her face. И вот смотреть на выражение лица. Okay. It's saying, I don't like that. Ань, не нравится? You see the, Неприятно? the concern? Not very nice, she's Nothing. saying. Bad man. Okay. Дядька злой. Bend her to this side. Теперь в эту сторону. Push in. Strength. Push Сильная. in. Strength. Тоже сильная. And we look at her face. И смотрим на лицо. I'm better man now, right? Сейчас я получше, верно? Не такой злой дядька уже. We're turning on and turning off the То есть мы reactions. фактически включаем и выключаем реакцию. So when she moves and walks, her adrenal glands are kicking out. Когда она двигается, ходит, надпочечники сразу о себе заявляют. So I'm almost totally convinced То есть from what I have now Я found практически на основе того, что мы обнаружили до сих пор, убежден, that she has, that the problem that is causing the что проблема, вызывающая сколиоз, is also stressing her body. стрессирует ее тело. Okay? Что та же самая проблема, которая провоцирует сколиоз, стрессирует остальное тело. This problem is not new. Why? И проблема не свежая, не новая. Почему? Because Because the the feet feet are had broken time down. to- Yes, very good. Потому что у стоп уже было время для того, чтобы свод стал плоским. And Встаем. Очень вторичная she's проблема. doing very So well. the Very adrenals, well. then secondary. The adrenals are secondary as far as I'm concerned, На yes. мой взгляд, да, проблема надпочечников вторична. Fix the problem that will allow them to recover. То есть нужно устранить проблему, которая поможет надпочечникам вернуться в нормальное состояние. It's very likely that if her mother gave that information, Вполне возможно, что эту информацию передала мама. she was born stressed. То есть она, может быть, родилась стрессированной. Or Или- she got some sort of childhood infection. Может быть, были какие-то Early детские on, инфекции it's stressful в раннем enough for детстве. body. Это тоже явилось стрессором для тела. We То don't есть know. пока мы наверняка Okay. ничего этого утверждать не можем. So, Ну что же, we're going to have her walk again еще раз походите, пожалуйста. and watch the way she walks. Поглядим. Oh, that's better. Now she's doing it. Good. Лучше же, верно, ходит. Now she's moving a little bit more. Задвигалась хоть немножко. Okay, those of you who watch the arms can see that the right Видите, arm, so the right arm has a slight tendency to go first.
Правая рука немножко опережает. Kind of like this. Okay. Not very evident because she's a little bit Конечно, shy. она немножко стесняется, поэтому эти Okay. разногласия, разночтения не совсем очевидные. So we're going to put it here, so Сюда you don't have положим. to hang on to it. Okay. Чтобы вам не надо было держаться. Ходите. It's hard to assess because she doesn't move her arms very much. Руки, конечно, не очень двигаются, поэтому трудно судить. Okay, we take it out. Убираем. Do it again. Идем. That's incredible. Удивительно просто. Невероятно. Do you see what I see Видите то, что я вижу? when she holds the water, the drops? Когда она идет с каплями, Okay. Go again. шагайте еще раз. Look at the feet. Смотрите на стопы. Okay, just watch the feet. Следите за стопами. Because she can't change the feet consciously. Потому что сознанием она стопы иначе, то есть другими сделать не может. And now I give her the С bottle, каплями. and we do again. It's okay. Можно так. Very good. Вот умница. Не вылетит. Вылетит, подберем. As she continues, it changes a bit. Видите, что стопы немножко иначе выглядят? I'm seeing better foot function. То есть стопа начинает функционировать лучше. The arch is starting to, То есть появляется некая пружинистость в сводах. in mid-phase, the arch is tending to stay more stable. То Okay? есть в средней фазе шага свод пытается делать то, что ему назначено. So now we do the same thing. То же самое делаем. Pull. Тяну. Yay. Да. Gone. Нет реакции. Okay. Compress. Okay. Positive. Положительное. Now she does what we hope she should do. Вот теперь она делает то, на что мы, собственно, надеялись. She does not like the scoliosis. Теперь ей не нравится сколиоз. Теперь она не хочет быть кривой, ей хочется выпрямиться. Small walk. Чуть-чуть походите. Oh, just short. Недалеко, недалеко. Туда и обратно. Далеко не уходите. Все, идемте Okay. обратно. She's so cute. That's it. You're very good. Джозеф говорит, что вы клевая. Okay. Pull, push. Very good. Push. Still weak. Compression, jugular. Еремная компрессия теперь. Positive. Положительная. Excellent. Отлично. Now the compensation starts to unravel. То есть теперь компенсации говорят, а вот и мы, можешь поглядеть. Left side, nothing. Левая сторона ничего, Right side, правая сторона положительная. opposite Katie То yesterday. есть противоположно тому, что мы увидели вчера у Кати. So keep in hand, lay on Держите back. капли, ложитесь на спину. Хорошо. Psoas. Поясничная. Сопротивляйтесь. Weak on right, opposite Katie. Противоположно Кате, слабая справа. Iliacus on right, fine. Подвздошная справа в порядке. Socrates, Psoas, Iliacus. Ooh. Totally different. Совершенно по-другому. So Psoas right, Поясничная справа, подвздошная слева. and we didn't do one thing that we И should одного мы с have done, вами не сделали, а надо было бы. is the exam for the thoracic. Вдох, Socrates. Выдох, Socrates. Left side, Левая сторона. left iliacus. Левая подвздошная мышца. Okay. Socrates. Socrates. Вдох. Нормальная. Выдох. So right side normal, Правая сторона в порядке. left side restricted. Левая сторона рестриктивна. And some of you might have seen she's more straight here and more normal waist here. И линия талии слева сглажена. Total. Вдох. Выдох. Вдох. Yeah, not too bad. Неплохо. Let's see if she had this. Pretty okay. В порядке. Down and walk.
Походите. She has very little change in the thorax. Just Недалеко. a short walk, yes. До канадской границы. Хорошо. Sit. Садитесь, пожалуйста. Yeah. Okay. Pull. Потянул. Weakness returned. Слабость вернулась. On back. На спину. This. Ooh, not good. Неприятно. Was better with bottle. С бутылкой было лучше. Did you see that? No? С бутылкой всегда лучше. Сопротивляйтесь. No reaction. И реакции нет. Is that interesting? I think. Интересно вам или нет? So, let's now take the next step with her Теперь следующий этап. and do what we didn't do with Katie because she's not returning. Сделаем то, чего мы не делали с Катей. So we'll fix what we find today. Значит, уберем то, что мы обнаруживаем на сегодняшний день. So I want Anna to sit Анечка, садитесь. and hold this. Держите. Very good. Сейчас вы будете околдованы, очарованы. It's okay. Okay. You drink. Пейте. Very good. Okay. Молодцом. Oh. Противно? Нет? Нет. Какой вкус? Okay. Сладенький. Well, Походите. Недалеко? Недалеко. so we're having her walk to reestablish structural, То есть просим походить для того, чтобы воспроизвести структуральные изменения. and we reassess. И снова потестируем. So, up, Потянул. gone, Прошло. push. Yes. Jugular compression. Еремная компрессия. Right side. Правая сторона. Yes. Да. Now we see if this is primary. Теперь давайте посмотрим, является ли это поражение So первичным. how do we find if this is primary cranial? Как будем проверять, первичная или краниальная проблема? Что это за магические знаки вы мне подаете? Temporal tap? You only temporal tap when you get a strength and you see if it stays strong. Только когда получаете силу, тогда можно использовать височное постукивание, чтобы проверить, останется ли мышца сильной. What do you do to see if this is a primary Что сделать, чтобы понять, cranial что fault? проблема краниальная, первичная? Very simple. Очень просто. Inspiration, expiration. Breathe, yes. Дыхание использовать, конечно. So Anna, stop. It's not. Нет. So we have to fix something else. Значит, надо полечить другое. Push ear down. Опускайте ухо к груди. No, other ear. Yes. Wait. Погодите, погодите. That's it. Вот так. Without shoulder. Без плеча. Push. So she has weakness of the Есть слабость sternocleidomastoid грудино-ключично-сосцевидной on the мышцы same side. на той же самой стороне. Breathe. Duck. Вдох, No strength. и сила не появилась. Not primary cranial. Значит, не первичная краниальная проблема. So we have to go someplace else. Значит, надо искать где-то еще. So now what do we do? Что теперь делать? TL, Oscar says. TL. Конечно, терапевтическую локализацию. Где? Места прикрепления мышц. Muscle attachments. To what? К чему? Why? Зачем? Ну, может, на тимус. Таймус? Maybe. Может быть, тимус. We don't know. Ответ мы не знаем. So what is the most important thing at this point? На данном этапе самое важное, что на ваш взгляд? Probably this. Возможно, вот что. She accepts now that this is not good. То есть теперь она понимает, что то, что есть, нехорошо. So we're going to ask what will help you to become straight. То есть теперь давайте спрашивать тело, что тебе поможет стать прямым. Does that make sense? Понятно это? Okay. So we need my friend Алексей, выходите, пожалуйста. to push. Сидите. Yeah.
time. Keep push. We'll try the skull, North Pole. Северный полюс нет. Ничего. South Pole. Южный. Ничего. Okay. Spine. Позвоночник. I'm just going down the spine. Просто спускаюсь по позвоночнику. Not my fault. Diaphragm. Позвоночник говорит, что он не виноват. Diaphragm. Диафрагма. I think, yes. Я думаю, что все-таки диафрагма. So it could be spleen. Хотя могла бы быть и селезенка. We don't know. Пока утверждать нельзя. Okay? Are you with me? Следите за ходом мысли, или все, уехали уже? Therapy localization tells where it's at, not what it is. То есть терапевтическая локализация отвечает на вопрос «где», но не «что». But we do have a lung reaction here. Okay? And we can ask Anna to help. Помогай, Анечка. She vibrates. Держи. You hold, yes. And she breathes in, Вдох. and we just. And magnet. Ooh. Fix this muscle. Лечи эту мышцу. Which muscle was it? Какая это мышца была у нас? Илиакус. Iliacus. Илиакус? Why not psoas? Это не связка. Maybe this is a ligament, not a muscle. What did I say is the reactive pattern to the diaphragm? Я что говорил, каков реактивный паттерн для диафрагмы? Илиакус. Илиакус, поэтому это действительно мышца илиакус, а не паховая связка. What can we do to test our theory? Что сделать, чтобы проверить свою теорию? Пальпирование вместо. Palpation of the insertion. Spindle cell challenge. Веретенная провокация. Spindle cell. Именно веретенная провокация. So I'm going to ask the spindle cell. Oh, not happy. Видите, ей самой не нравится. Okay. Сопротивляйтесь. But not weak. Но слабости нет. Do again. Еще So раз. pushing towards the ilium. То есть давление в направлении подвздошной кости. Weak. Слабость. So it's CCT. То есть это тонус концентрического сокращения, CCT. And CCT with the diaphragm response on the left indicates the muscle is what type of problem? У мышцы какая проблема? На что указывает поражение диафрагмы, то есть реакция диафрагмы? Reactive, yes. Реактивная. It's definitely reactive. Совершенно определенно реактивный So it's having a паттерн. reactive pattern. Now we have to see if we can fix this muscle. Теперь посмотрим, можно ли полечить эту мышцу. Where is the interlink for the iliacus? Для илиакус, где связь по лигаментозной взаимосвязи? The pec minor. Малая грудная мышца. So we're going to ask Anna to hold Держите this магнит на теле. over her pec minor. В области, в проекции малой грудной мышцы. I'm going to perform the challenge. Я выполняю провокацию. Look at her face. Смотрите на лицо. No problem. Никаких проблем. When I did this before, А когда я раньше делал, нажимал, она морщилась. isn't that wonderful with therapy localization? Здорово же, правда, с терапевтической локализацией? Now I'm going to start to do the same thing and watch her face. Теперь буду делать то же самое, следить за выражением лица. Ooh. So she likes the magnet there. Так что, видите, ей Makes her feel better. мил магнит. Watch her face. С магнитом она чувствует себя намного лучше. Interesting. Интересно же? So we know that I can fix this by treating here, right? То есть это говорит о том, что можно лечить зону малой грудной мышцы и избавить ее от проблемы с подвздошной I'm sorry. подвздошной мышцей. Watch face. Следим за лицом. Not so happy. Неприятно. Вдох. Watch face. Not a problem. А здесь все равно. Выдох. Watch face. A little bit. But not. Чуть-чуть, но ничего страшного. So hold here. Держите магнит. Вдох. See? Watch face. So the diaphragm says what? Что говорит диафрагма? Fix Лечи the iliacus. илиакус. And the iliacus says I can be fixed by my friend. А илиакус говорит, что мне вполне может помочь малая грудная. So a little bit of torture. Немножко сейчас помучаем. 5 секунд. Okay. So. Анечка, это не будет долго. Будет больно, но недолго. Very good. Very good. Okay. Ready? Set. Готовы?
1, 2, 3, 3. Gone. Okay, Всё? finish. Oh, that was red. Okay. Now, no TL. Без терапевтической локализации. Not quite finished. Не совсем закончили. So hold. I have to find Держите. another spot. Еще чуть-чуть. Другую точечку найду. Right there. Вот тут. Finish. Все? Look again. Снова смотрим на лицо. Better. Намного лучше. Go. Better. Вот тут Now, лучше. this fits with Reading. Fix the diaphragm, right? Видите, следуем найденным путем, обнаруженным путем лечить диафрагму. Да. Как доктор Рейдин говорил, помните вчера? Yeah. No. Нет. Okay. Maybe. Что он вам плохого сделал, что вы с ним не Now разговариваете? she walk. Походите, пожалуйста. Далеко нет. Нет, далеко не ходите. She's so good. Там злые люди сидят, не ходите к ним. Они с нами не разговаривают, и мы к ним не пойдем. Будут знать. Okay. Okay. А вы Now говорите, я не слышу. Мгм. we test several things. Iliacus. Sorry. Сопротивляйтесь. Iliacus. Still problem. Проблема по-прежнему есть. SOAS. Поясничные. Better. Лучше. So iliacus still has some weakness. Илиакус все-таки еще демонстрирует слабость. Ooh. Other side. Противоположная сторона. A lot of pelvic twist. То есть скрученный таз. So we have to find out which muscle on here Но is теперь надо решить, какая тут мышца. reactive to the iliacus. Какая реагирует на илиакус слева. Does that make sense? Понятно говорю? Okay. So, is it iliacus? Спросим, илиакус ли это? South pole. Южным полюсом. Сопротивляйтесь. Нет. Is it psoas? Поясничная. Сопротивляйтесь. Да. So this is the way you test for reactive muscle. Вот так тестируем для обнаружения реактивной мышцы. My fault. It's psoas. How do you fix it? Как лечить? Sternocleidomastoid on the... Грудино-ключичная сосцевидная мышца. Okay. Find the sore spot. Нашли болезненную точку. That's the sore spot. Вот You can она. see from face. По лицу было видно. Take away. Убираем. Feel. Попальпировали. Face says it's okay. По лицу понятно, что все в порядке. Put over muscle. Кладем магнит на мышцу. Watch face. Следим за лицом. Face says it's Лицо говорит, да, да, там. finish. Okay. Sопротивляйтесь. Why SCM, people ask. Because that's where it's at. So just interlink. To the psoas, yes. У поясничной мышцы по принципу лигаментозной взаимосвязи, так сказать, партнером является грудино-ключично-сосцевидная мышца с противоположной стороны. Вот поэтому на ней нашли болезненную точку, ее лечили. Okay. This iliacus was not as strong as I wanted, so I'm checking more. Илиакус была не такая сильная, как мне хотелось, поэтому давайте проверим еще раз. So the psoas higher up has a problem, so I move it down a Поясничная bit. повыше тоже не совсем в порядке. And you can see from the face Видите по there's лицу, что нашли болезненную точку, a это little то, bit что of надо. pain there. Немножко было больно во время лечения. Now we check. Снова проверим. Good, Хорошо, good. хорошо. Iliacus, Илиакус слева. much better. Намного лучше. Another walk. Еще походите, пожалуйста. Сходите сейчас подальше. Чтобы там не обижались сзади. Come back. She needs to go back because people there. Oh, R2C here. Oh, I'm just having her walk to re-equilibrate the Все structure. понимают, да, что просим Аню походить для того, чтобы снова выровнять структуру, то есть дать возможность структуре снова That's all. It was just for the structure. восстановиться. То есть это только для структуры. Sопротивляйтесь. Now she doesn't react to compression. Вот теперь она уже не реагирует на компрессию. Sопротивляйтесь. She doesn't react negatively to Нет elongation. отрицательной реакции на удлинение. Now we compress the jugular. Теперь еремная компрессия. Nothing. Ничего. Gone. Все прошло. On the back. На спину, пожалуйста. Phew. Much work. Вот вы Now. сейчас натрудитесь. We bend her to the left.
Влево сгибаемся, наклоняемся. And what do we test? И что тестируем? Posterior. Tip posterior. Tip posterior. Заднюю больше берцовую. Push in. Yay. Less stress on the body. Видите, тело уже меньше стрессировано. Look for pain. Следим за лицом. Больно, не больно? Still some Все pain. еще больно. Not too bad. А тут неплохо. So, come back. Нормальная. What is this problem now? В чем теперь здесь проблема? The muscle itself. It's structure now. Структура, теперь структура. The muscle was very weak for many years. Мышца была очень слабой на протяжении многих лет. Now we have to fix the weakness patterns. Теперь нам надо убирать эти паттерны слабости. It's normal. То есть все в порядке вещей. So, pull. I'm doing spindle cell. Вот сейчас делаю веретено. Foot down. Pull. Подошвенное сгибание стопы. Pull. Сопротивляйтесь рукой. Pull. It's having a tonicity reaction of the spindle cell. Видите, реакция тонуса с стороны веретена. Do you understand now why I taught this to you yesterday? Понимаете, зачем я говорил вам об этом вчера? Because once you start unlocking these Как mechanisms, только начинаешь размыкать, раскрывать весь механизм, you have a lot of work. приходится очень напряженно поработать, много потрудиться. Okay. So, magnet, south pole, Южный полюс магнита, finger pushing on spindle, палец давит на веретено, foot muscle in contraction, мышца в сокращении no weakness. и слабости нет. This indicates interlink. Это указывает на наличие взаимосвязи. Where would that be, Oscars? Где? Forearm. На предплечье. Reminding yourself that this is just like the leg. Помним, да, что рука как нога. So we find the most painful spot, Находим наиболее болезненную точку. a little bit. Анечка, говорите, где больнее всего? That's There. that's better. So this is worst spot? Это самое больное место, да? No? Ну да, да. Right. No. Yeah. Okay. So we're going to have Anna hold this point Держите with that hand. магнитом это место. And we look on her wrist А мы теперь for the поищем, corresponding area, and we just где соответствующая watch her область. face and the concern. Видите, какая We настороженность? wait Ждем немножко. and wait И ждем. and wait, and now it's gone. И все прошло. See? Уже не больно? Чуть-чуть. Not Little so bit bad. painful. Но не так, как сначала было больно. Better now. Better than before. Или так же больно, честно. Так же. Same pain. Same thing. Didn't go away. Okay. If we take this away, А это уберем. same pain. Okay. Сильнее болит? Да. So Stronger. this is not the point. It's okay. Finished. Okay. Now we look. Okay. Ложитесь. Watch face. Смотрим на лицо. Push. Less pain. Уже не так больно, как прежде, верно? Или так It's же? not the best, but less pain. То есть еще не идеально, конечно, но боль уже не такая сильная. So we have work to do to help her body recover. То есть мы делаем все для того, чтобы дать возможность телу восстановиться. Push. Good. Push. Хорошо. On stomach. На живот, пожалуйста. So I would be finished with her now Если бы она была моей пациенткой, я бы на данном этапе сегодня работу закончил. and wait to see what the drops do So you on it would, longer. so you would prescribe drops or... Oh yes, she needs them. То есть назначил бы капли и потом посмотрел бы, как капли сделают свое дело. But she'll recover faster, obviously, than Katsu. Но она, конечно, будет восстанавливаться быстрее, чем Катя. Push just like, just push. With Анечка, упирайтесь ногой. Yeah, very good. She still has. She needs. I can see cervical manipulation, but I will wait. Шею, конечно, надо будет потом провести манипуляцию, но я бы подождал, сразу не стал бы этого We делать. forgot to do the vibration on the spine. Мы не делали вибрации We позвоночника. could do that, Хотя тоже можно сделать. Сядьте, пожалуйста. but I don't think it will be positive at this point. К нему, Toward with face me. лицом к нему. Okay, we'll do it anyway. Не думаю, что будет положительная реакция, но просто So сделаем she should ради be- протокола. Basically, like Katya. То есть у нее фактически должен быть такой же паттерн, как у Кати, если он есть. So we'll look.
Наклоняемся в сторону. Drop В shoulder. сторону наклоняемся, плечо опускаем. Negative, Отрицательно. but I may be wrong, so we'll go Мы back. перепроверим, а вдруг я ошибся. Have to find her spine. Позвоночник еще найти надо. Okay, then Мы ищем сейчас корешковый синдром. let's go. Are you looking now for the nerve root syndrome? We're looking to see if there is a, yes, Ну, по сути, да. or nerve irritation. Ну, то есть мы пытались сейчас выяснить, есть ли раздражение нерва. There's nothing there. Но ничего нет. Nothing in the spine. А если бы нашли уже по 5 факторам межпозвонкового отверстия, лечили бы, да? So if you found something, you would use the 5 factors of the IVM. No. IVF. No. Нет. А зачем мы это делаем? I would use TL Я бы использовал терапевтическую to локализацию. find out where it comes from. Просто нашел бы первопричину. And then the 5 factors was good, but it's old. Но эта система 5 факторов, конечно, хороша, но стара. Так же стара, как и хороша. So I tend not to use it. Я уже Oh, я не прибегаю, я слушаю вопрос ваш. Что за провокации, которые он делал двумя руками на области бедра и таза? You were pushing on the hip or whatever. What was the challenge? Inguinal ligament. Паховую связку. We showed that with Katie У Кати я показывал, поэтому сейчас просто не объяснял. to look for pelvic rotation. Чтобы проверить наличие тазовой ротации. So for today, I would say she's fine, То есть я бы сказала, что на сегодня достаточно. and she needs to take drops, and you see her next week or so. Принимать капли и прийти через неделю, может быть. Спасибо. Можно? Вам когда-нибудь аплодировало такое количество народа? Нет. Видите? It's okay. You can. She Благодарность takes этому можете защищать свое тело медицине. 5 drops twice a day. А можно вопрос? Вот эти капли, по 5 капель 2 раза в день. Irrespectively of meals, Away from meals is better. вне приема пищи. 2 раза в день. For how long? Finish the bottle. Пока все не допьется. Пока все не допьется. It will take about a month and a half, maybe a month. Ну, может быть, на месяц хватит. It's only 25 centimeters, so it's not too big. Бутылочка небольшая, поэтому все не страшно. Я поняла. Спасибо большое. Thank you very much. Thank you. And then you are so wonderful. So, who is your doctor? Кто занимается? So you follow her, right? You То will есть вы follow. будете следить, да? Вы будете продолжать лечение. Хорошо. She needs to be followed. Замечательно, обязательно ей надо заниматься. That's very good. Thank you for that. She was very Василий, good. слушаю вас. Вот первый этап диагностики, когда нет помощника, Извините. да. Первый этап диагностики, когда нет помощника и So, некому he помочь, asked то me this есть question. If you're тракции alone или in the давление. office, how Как do you это do with two можно hands? одному делать? Straightening. Это было в микрофон. It's difficult. Значит, на самом деле вопрос задавался уже неоднократно и сейчас просто был повторен. Если вы в кабинете работаете один, и у вас только 2 руки, как вам делать компрессию, растяжение? It's difficult, but not impossible. Сложно, но не невозможно. You place the magnet in the patient's hand Даете магнит пациенту в руку, and place the hand of the patient and the magnet where you want to. помещаете магнит с рукой туда, где полагаете, может быть, причина. And then you do the elongation yourself. А вы уже выполняете выпрямление, там, компрессию сами. То есть просто магнит держит сам пациент. Вес какой-нибудь можно на плечо, например? Would you just use certain weights to put on the shoulders, for example? It's a possibility, but that wouldn't help with the first step. Можно, но тогда как делать удлинение? Unless you have an apparatus to do neck stretching. Также он держит, меняет север, а потом юг, получается. So same you do first north, then south, Well, yeah, I would go, the first place to go is the neck, like I did. and south, north, Both. magnet. Использовал бы и то, и другое, начал бы всегда с шеи. Katie was south, Anna was north. It У doesn't Кати matter. юг, у Ани север, It's almost 100% sure that it's metabolic. но, по крайней мере, сейчас могу сказать с уверенностью, что на 100% это проблема метаболическая. So if you use acupuncture and you can find the circuits that eliminate it, do Допустим, that. если вы используете акупунктуру в своей практике, можете обнаружить аберрантные цепи, пожалуйста, используйте эти подходы. Or any other stimulus. Любые стимулы можете использовать. There are many ways to
Потому что на самом деле подходов существует множество. come in and fix the problem. This is just one of them. То есть мы с вами разбирали сейчас один из способов, а их множество. But if you do use another way, make sure that you're not falsely creating a positive response. Только чтобы вы не использовали, каждый раз будьте с собой честными, перепроверяйте себя, чтобы не провоцировать ложных реакций и не убеждать себя в их справедливости. This is the problem that I see more often, is that in our enthusiasm, Потому что эти проблемы я наблюдаю очень часто. Мы в своем энтузиазме we make a false therapeutic diagnosis. придумываем диагнозы и потом следуем им в лечении. With our new toy or our new therapy. То есть фактически получили в руки новую игрушку и давай играть. Без чувства, без толка и без расстановки. Any other questions Алексей, еще вопрос у вас был? on what we did with Anna? Трудности локализации рукой пациента с магнитом, допустим, в задней поверхности грудной клетки. Это опять же. Значит, ну если если полагаете, что магнит можно дать пациенту в руки, как проводить терапевтическую локализацию, скажем, по задней поверхности тела? Tell the person from Switzerland back there that I already have looked at my watch. Джозеф говорит, скажи этой даме из Швейцарии, которая все время нам указывает на несоблюдение временных рамок, что он уже посмотрел на часы, и он уже сам в курсе дела. We'll just answer the Сейчас last. отвечу на последний вопрос и сделаем перерыв. So the question was, what if the TL is needed on the back? How come the hand of the patient be helpful? Where on the back are you? Например, на спине где нужно делать терапевтическую локализацию? Грудной отдел позвоночника. Thoracic spine. I think Anna could probably reach it. She was very Ну, elastic. если уж говорить о том, что надо сделать терапевтическую локализацию на грудном отделе позвоночника с магнитом, But в том возрасте детей с идиопатическим сколиозом, о котором мы говорим, ребенок должен быть в состоянии дотянуться до спины рукой. But it is a valid point В that принципе, положить в этот момент и, соответственно. Or you can just put the child down on the table and put the magnet underneath. there could be a possibility Возможно, положить магнит, на магнит положить ребенка, that your stretch challenge will remain long enough а можно полагаться на то, что реакция растяжения сохранит достаточно длительный эффект. and we'll see that this afternoon with our new patient У нас будет еще один пациент после обеда, мы попробуем этот where способ. you can stretch them, То есть можно растянуть, get the muscle weakness, получить мышечную and слабость continue to test them и slowly продолжать медленно тестировать, and use the magnet yourself. используя магнит уже своей рукой. But there are points that are difficult for the Хотя, patient. конечно, Yeah, yeah. наступают такие моменты в любом виде лечения, в любых процедурах, когда привычные протоколы не так просты, как казались. Unfortunately, but I would say if you have it on a young patient, they will come with their parents. You can have them to do Но that. я вам больше скажу, если ребенок вот даже такого возраста, как Анна, он придет к вам на прием с родителями, и всегда можно к помощи родителей прибегнуть. So that Ребенок helps не us. приходит один. Very rarely you will have a patient that is older that would have this kind of reaction. То есть, когда приходит взрослый пациент, мы уже не находим этих реакций, и уже протоколы другие. I often ask mother or father to help me. Я очень часто прошу родителей помогать мне во время работы. So, does that answer your question? Я ответила на ваш вопрос. Okay. Okay. Any other questions? Еще before есть lunch? вопросы? Или пойдем обедать? Ланч. Okay, have lunch Через час возобновляем занятия, господа. See you at- Приятного аппетита. at 2:30. Значит, 2:30.